От Советского информбюро. Последние известия с фронтов. Наши войска ведут ожесточенные бои. Почему в Европе День Победы чаще вспоминают 8 мая, а у нас 9 мая? И почему для миллионов людей это была не просто дата в календаре, а момент, когда они впервые за 4 года смогли выдохнуть? Не громко, не красиво. Не как в кино, где герой смотрит в камеру, музыка поднимается и все понятно. В реальной жизни все было иначе. Люди стояли у радиоприемников, молчали. Кто-то не верил, кто-то плакал, кто-то держал в руках фотографию человека, который уже никогда не услышит слово «победа». И вот в этом настоящий смысл 9 мая. Не в том, чтобы просто сказать «мы победили», а в том, чтобы понять, какой ценой. Потому что 9 мая — это не только парад, салют и праздничные песни. Хотя песни, конечно, тоже важны. Некоторые из них так врезаются в память, что даже если ты родился через десятилетия после войны, все равно где-то внутри становится тихо. Но если убрать внешний шум, останется главное — люди, семьи, фронт, тыл, письма, ожидания и огромная цена мира, к которому мы иногда относимся слишком легко. А теперь давай по порядку. История 9 мая начинается не 9 мая. Она начинается утром 22 июня 1941 года. Обычное летнее утро. Кто-то спал, кто-то собирался на работу, кто-то, возможно, ругался на бытовые мелочи, потому что человек в мирное время всегда находит из-за чего переживать. Не тот хлеб купили, сосед опять шумит, очередь длинная, погода не такая. И вдруг вся эта обычная жизнь со всеми ее маленькими проблемами стала роскошью, потому что началась война. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Нацистская Германия напала на Советский Союз. То, что позже назовут Великой Отечественной войной, для людей началось не как глава из учебника. Оно началось как звук тревоги, как далекий гул самолетов, как бегущие по улице люди, как первые новости, в которые не хочется верить, как ощущение, что привычный мир сломался, и никто не спросил твоего разрешения. Вот в этом и есть страшная особенность войны. Она не приходит в удобный момент. Она не говорит: «Вы тут подготовьтесь, соберите вещи, морально настройтесь, допейте чай». Нет, она входит резко, грубо и сразу забирает право на нормальную жизнь. С первых дней война стала испытанием не только армии, но и всей страны. Фронт был на передовой, но война была везде. В окопах, в госпиталях, на заводах, в деревнях, в эвакуации, в домах, где ждали письма. И в домах, где уже боялись любого стука в дверь, потому что иногда стук означал не гостя, а похоронку. И это слово само по себе звучит так тяжело, что его не надо украшать никакой драмой. Оно и так все говорит. Когда мы сегодня смотрим на войну через хронику, карты и даты, есть опасность забыть одну простую вещь. Люди тогда не знали, чем все закончится. Мы знаем. Мы смотрим назад. Мы знаем, что будет Сталинград. Что будет Курск, что будет Берлин, что будет май 1945 года. А они нет. Они жили внутри неизвестности. И каждый день был вопросом, выдержим или нет. Вот почему их стойкость нельзя воспринимать как что-то само собой разумеющееся. Сейчас легко сказать. Они должны были держаться. Но это мы говорим из удобного кресла, из комнаты, где тепло, с телефоном в руке.
с возможностью поставить видео на паузу, если стало тяжело. А у них паузы не было. Фронт не ставится на паузу. Голод не ставится на паузу. Страх за близких не ставится на паузу, и все равно люди держались. Иногда подвиг выглядит не так, как в кино. Не всегда это атака под музыку, не всегда это красивый кадр на фоне огня. Иногда подвиг — это просто не сломаться, прожить еще один день, донести воду, выстоять у станка, перевязать раненого, написать «домой». У меня все нормально, хотя нормально там не было вообще ничего. Вот это, кстати, один из самых человеческих моментов войны. Письма. Солдаты часто писали так, чтобы родные не почувствовали весь ужас. Мол, жив, здоров, кормят, настроение бодрое. А где-то между строк — холод, грязь, смерть рядом, усталость такая, что ее не объяснишь. Но дома это письмо читали снова и снова. Не потому, что там много информации, а потому что это был голос живого человека. Пока письмо пришло, значит, он был, он существовал, он думал о них. Он еще был частью дома. В тылу тоже была своя война. Без ежедневной линии фронта, но с голодом, холодом, тяжелым трудом и постоянным ожиданием. Женщины вставали к станкам. Подростки взрослели быстрее, чем должны были. Старики работали, пока хватало сил. Дети учились не просить лишнего, потому что лишнего просто не было. Да, звучит не так кинематографично, как танковая атака, но без тыла не бывает победы. Вообще никакой. Армия не воюет в вакууме. Ей нужны хлеб, металл, одежда, лекарства, поезда, заводы, связь, люди. И пока солдат держал фронт, тыл держал страну изнутри. Это не менее важная часть победы, просто она тише. А история, к сожалению, часто любит громкое. Но самое важное не всегда громкое. Блокада Ленинграда — один из таких примеров. Город оказался в кольце почти на 2,5 года. Люди переживали голод, холод, бомбежки, смерть близких, ежедневное истощение. И все равно город не стал просто точкой на карте. Он стал символом того, до какой степени человек может держаться, когда, казалось бы, держаться уже невозможно. Сталинград — другая точка этой памяти. Там война стала почти нечеловеческой по масштабу. Бои шли за улицы, дома, этажи. И дача буквально за комнаты. И если искать момент, после которого стало ясно, что нацистская Германия уже не выглядит непобедимой, Сталинград будет одним из главных ответов. Но важно помнить, за словом «перелом» стояли не стрелочки на карте. Стояли люди, солдаты, медсестры, мирные жители, те, кто выжил, и те, кто остался там навсегда. Потом был Курск, огромная битва. Танки, артиллерия, авиация, миллионы людей, колоссальное напряжение. Тут легко сорваться в стиль. Железо против железа. Но война — это не только техника. За каждым танком был экипаж. За каждым приказом — риск. За каждой победой — потери. История не компьютерная игра. Там нельзя перезапустить уровень, если не получилось. Именно поэтому, когда мы говорим о великих битвах, нужно помнить не только масштаб, но и цену. К 1945 году война уже шла к концу. Но конец войны — это не значит, что вдруг стало легко. Последние шаги часто самые тяжелые. Берлинская операция. Разрушенные улицы, обломки зданий,
Солдаты, которые прошли тысячи километров и все равно могли погибнуть в последние дни. Представь это. Человек прошел почти всю войну. Выжил в грязи, холоде, боях, отступлениях, наступлениях и погибает за несколько дней до победы. Вот почему фраза «война закончилась» для одних означала радость, а для других — боль, которая уже никуда не уйдет. В мае 1945 года Германия подписала капитуляцию. И здесь появляется тот самый вопрос: почему 8 мая и 9 мая? Если коротко, из-за времени, места и политики. Сначала капитуляция была подписана в Реймсе 7 мая. Но Советский Союз настоял на повторном подписании в Берлине, в Карлсхорсте. Это было не просто «давайте еще раз», а то фотография неудачная. Нет, для СССР было принципиально, чтобы акт капитуляции был подписан в столице поверженной Германии и при полноценном участии советского командования. В Берлине документ подписали вечером 8 мая по центральноевропейскому времени. Но в Москве в этот момент уже наступило 9 мая. Вот так одна и та же победа в разных странах закрепилась разными датами. В Европе — 8 мая. В советской и постсоветской памяти — 9 мая. Но давай честно, для людей, которые пережили войну, главным был не спор календарей. Главным было одно — война закончилась. Представь Москву той ночи. Ни картинку из глянцевого фильма, ни идеальные лица, ни идеально поставленную массовку, а настоящих людей, уставших, постаревших за 4 года, слишком много потерявших. Они слушают радио и слышат новость, которую ждали так долго, что уже боялись в нее поверить. Победа. Война закончилась. Германия полностью разгромлена. Первое чувство у многих было не радость, а тишина, потому что человек не всегда сразу понимает большое счастье, особенно если до этого годами жил в страхе. Сначала организм просто не верит, мозг говорит: «Подожди, точно, это не ошибка, завтра снова не начнется». А потом приходит понимание, и уже после него слезы, объятия, улицы, песни. Люди выходили друг к другу, потому что такую новость невозможно пережить в одиночку. Но даже в этот момент радость была нечистой. Она была с болью, потому что рядом с теми, кто дождался, были те, кто уже никого не дождался. Была семья, где сын не вернулся. Была женщина, которая слышит «победа», но понимает, ее муж эту победу не увидит. Был ребенок, который уже привык спрашивать про отца шепотом. Был солдат, который вернулся домой, но оставил на фронте друзей, молодость и часть себя. Вот почему День Победы — особенный праздник. Это не праздник легкого счастья, это праздник сквозь слезы. И, пожалуй, это самая точная формула — радость сквозь слезы. Не вместо боли, а вместе с ней. Когда говорят, что Советский Союз заплатил страшную цену, это не образное выражение. Речь идет о десятках миллионов погибших. Оценки различаются, потому что война разрушила не только людей, но и документы, учет, целые населенные пункты. Но какой бы точной ни была цифра, смысл остается чудовищным. Десятки миллионов. И вот тут есть опасность. Большая цифра может перестать восприниматься. Мозг защищается. Он не может почувствовать миллионы. Он может почувствовать одного. Одно имя, одно лицо, одну фотографию, одно письмо, одно пустое место за столом. Поэтому память должна возвращать цифрам человеческий масштаб, не потери, а люди, не личный состав, а сыновья, отцы, братья, друзья, не мирное население, а матери, дети, старики, соседи, учителя, врачи, рабочие. У каждого была своя жизнь. Кто-то мечтал жениться, кто-то хотел стать инженером, кто-то писал стихи, но никому не показывал, потому что стеснялся. Кто-то обещал вернуться к весне. Кто-то так и остался 18-летним на фотографии. И когда мы говорим «никто не забыт», это должно значить именно это, не просто красивую фразу, а попытку не дать человеку исчезнуть второй раз. Первый раз его забрала война, второй раз его может забрать забывание,
И вот этого нельзя допустить. 9 мая — это не только про прошлое, это еще и вопрос к настоящему. Как мы говорим о войне? Честно или удобно? С уважением или на автомате? Понимаем ли мы, что мир — это не базовая настройка жизни? Мир — это не Wi-Fi в кафе. Вроде должен быть, а если нет, раздражаемся. Мир — вещь намного более хрупкая. Его кто-то защищал, за него кто-то умирал. Кто-то не увидел своих детей взрослыми, чтобы будущие поколения могли жить без сирен над головой. И если относиться к миру как к чему-то само собой разумеющемуся, это уже первый шаг к исторической глухоте. А глухота к истории — опасная штука. Она делает человека уверенным, что «ну уж такого точно больше не будет». История, к сожалению, не любит такие самоуверенные фразы. Она обычно смотрит на них и говорит: «Правда, давайте проверим». Поэтому память нужна не для того, чтобы жить прошлым. Память нужна, чтобы не быть беспомощными перед будущим. Есть еще одна важная вещь. Войну нельзя делать красивой. Можно красиво рассказать о мужестве, о любви, о верности, о стойкости. Но сама война некрасивая. Война — это грязь, страх, смерть, разрушение, голод, разлука. И уважение к победителям не требует превращать войну в приключение. Наоборот, чем честнее мы говорим о ее ужасе, тем яснее становится масштаб их подвига. Победа была великой не потому, что война была красивой. Победа была великой потому, что война была страшной. А люди все равно выдержали. Вот где настоящая сила. Не в плакатной улыбке, не в громкой фразе, а в человеке, который устал, боится, голоден, но все равно делает то, что должен. В солдате, в медсестре, в рабочем у станка, в матери, которая ждет, в ребенке, который выжил, в человеке, который потерял слишком много, но не перестал быть человеком. Со временем живых свидетелей войны становится все меньше. И это меняет нашу ответственность. Раньше можно было спросить, можно было услышать голос, посмотреть в глаза человеку, который помнил не по фильмам. Теперь все чаще остаются записи, письма, фотографии, документы, семейные рассказы. И значит, память переходит к нам. Удобная позиция «пусть старшие расскажут» заканчивается. Теперь и рассказывать должны мы. Но рассказывать нужно осторожно, без выдумок, без дешевой драмы, без желания сделать из трагедии красивый клип. Хотя, будем честны, интернет очень любит превращать все в красивый клип. Но война — не контент ради контента. Это тема, где уместны вкус, мера и уважение. Можно говорить сильно, но нельзя говорить фальшиво. Можно трогать эмоции, но нельзя играть чужой болью как спецэффектом. 9 мая — это день, когда радость и скорбь не спорят друг с другом. Они стоят рядом. И именно поэтому эта дата такая настоящая. Потому что жизнь после большой трагедии всегда такая. Ты радуешься, но помнишь. Ты улыбаешься, но внутри есть место тишине. Ты празднуешь, но понимаешь, что кто-то заплатил за этот праздник слишком дорого. В этом и есть зрелая память. Не кричать громче всех, а понимать глубже. Не просто повторять слова, а знать, что за ними стоит. Не использовать победу как декорацию, а видеть в ней человеческую цену. Когда мы говорим «спасибо», важно понимать, кому именно. Не абстрактной истории, а людям. Тем, кто дошел до Берлина. Тем, кто погиб под Москвой. Тем, кто выжил в Ленинграде. Тем, кто сражался в Сталинграде. Тем, кто стоял у станка. Тем, кто вытаскивал раненых. Тем, кто ждал. Тем, кто не дождался. Тем, чьи имена есть на памятниках. И тем, чьих имен мы уже не знаем. Неизвестное имя не значит неважная жизнь. Это просто значит, что память стала еще более хрупкой, и ее нужно держать крепче. Вот почему 9 мая не просто дата, это проверка. Проверка на то, умеем ли мы помнить без шума, гордиться без слепоты, скорбеть без показухи, говорить о победе честно и относиться к миру как к ответственности, а не как к чему-то вечному, потому что мир не вечен сам по себе, его нужно беречь каждый раз, каждым поколением, не лозунгами, не красивыми словами, а пониманием, что за любой большой историей стоят обычные люди, такие же, как мы, только им досталось время, в котором обычная жизнь стала подвигом.
И если 9 мая чему-то учит, то вот чему. Память — это не про прошлое, которое просто лежит где-то за спиной. Память — это то, как мы смотрим на настоящее и как мы выбираем будущее. Победа была не подарком, она была оплачена жизнями. Мир был не случайностью, он был выстрадан, и поэтому относиться к нему легко нельзя. 9 мая — это день, когда нужно не только радоваться, нужно остановиться, вспомнить, назвать имена, если мы их знаем, посмотреть на старые фотографии, спросить у семьи о тех, кто был до нас. Сохранить историю, пока ее еще можно сохранить, потому что однажды от памяти останется только то, что мы успели передать дальше. И, может быть, главный смысл Дня Победы именно в этом. Не просто сказать «мы помним», а сделать так, чтобы действительно помнили после нас. Не как набор дат, не как обязательную фразу, не как фон для красивого видео, а как живую человеческую память. О тех, кто воевал, о тех, кто работал, о тех, кто ждал, о тех, кто не вернулся, о тех, кто подарил будущим поколениям право на обычную жизнь. А обычная жизнь, если подумать, это и есть одно из самых больших чудес. Проснуться утром, услышать тишину, не бояться неба, планировать день, ждать близких домой. Спорить о мелочах, покупать хлеб, учиться, любить, строить, жить. Вот за это тоже была победа. Не за красивую картинку, а за возможность жить. И если мы это понимаем, значит 9 мая остается не просто датой. Оно остается памятью, ответственностью и обещанием. Помнить, беречь и не превращать мир в то, через что однажды уже прошли миллионы людей.